Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. И у нас с вами, мои дорогие зрители, сегодня новый обзор модной коллекции весна-лето 2022. На этот раз удивлять роскошными стильными нарядами будет именитый бренд Saint Laurent, который после длительного перерыва снова вернулся в привычное расписание недели моды в Париже. А модный подиум вновь расположился в непосредственной близости от Эйфелевой башни. Поздним вечером модели плавно скользили по мокрой бетонной площадке под искусственным дождем в босоножках на неприлично высокой платформе и остроносых лодочках на шпильке, которые будто спорили со всеми законами физики и намекали, что с практичной и комфортной модой в новом сезоне придется попрощаться. В центре подиумного пространства был расположен шумный водопад, струящийся каскадом вниз по пиротехническому световому дисплею в финале модного шоу. И я хочу заметить, ведущий дизайнер и креативный директор бренда Энтони Ваккарелло очень умело связал одну из самых знаковых достопримечательностей Парижа со своей амбициозной и смелой коллекцией. Огни Железной дамы эффектно подыграли впечатляющей атмосфере показа, этому грандиозному городскому спектаклю. Столбы яркого белого света от сотни мощных прожекторов буквально разрезали темное вечернее небо, а на сцене одна за одной появлялись модели, поражая зрителей шоу фееричной, заманчивой, гламурной красотой стильных модных нарядов. Сегодня, впрочем, как и всегда, Энтони Ваккарелло открыто и совершенно точно идет только своим путем. Пока другие дизайнеры занимаются современной переработкой буржуазных мотивов, возрождают классический крой или экспериментируют со вторичной переработкой материалов, он выпускает коллекцию, полную вызова, немного порочной женской чувственности и сексуальности. Кто она? Главная героиня на модном подиуме. Современная романтичная француженка или прожженная парижская тусовщица из ночного клуба? Сказочная колдунья с приворотным зельем или заморская принцесса в наряде, усыпанном алыми розами. Возможно, дерзкая и сексапильная поклонница стиля Total Black или звезда светских раутов, и именно ее мы часто видим на глянцевых страницах гламурной прессы. В общем, каждый модный образ по-своему яркий, зажигательный, немного пьянящий. Согласно общим комментариям к новой весенне-летней коллекции, главным источником вдохновения для дизайнера послужила несравненная Палома Пикассо, которая была музой Ива Сен-Лорана. Именно она сыграла ключевую роль в творчестве дизайнера, вдохновив его пойти на многие риски. Ее роль была временно забыта до этого вечера, но Энтони Ваккарелло решил отдать ей дань уважения в новой модной линейке. Он перенес набросок ее фирменного образа – темные волосы, алые губы и яркая тушь. Большая часть коллекции сосредоточена на мужском крое, как и любила Пикассо. Изящные силуэты, черные как смоль очки и элегантные жакеты с широкими плечами и рукавами длиной 3/4, на доведение которых до совершенства требовались месяцы. Точность формы, по словам Ваккарелло, заключалась в том, чтобы исправить все те огромные вещи, которые он устал видеть в Инстаграм, и просто, чтобы показать, что же такое хорошо скроенный пиджак. В модных ансамблях эти идеальные женские жакеты сочетаются с джинсами с завышенной талией или узкими обтягивающими брюками из спандекса. Иногда трансформируются в комбинезоны или вовсе могут быть надеты соло буквально на голое тело. Новый героиновый шик конца 80-х в исполнении креативного директора Saint Laurent выглядит притягательно. Кожаные платья, черные очки в массивных оправах, огромные золотые клипсы, многоярусные серьги-подвески, украшенные мерцающими драгоценными камнями, микротопы из кристаллов, которые, как по волшебству, не соскальзывают с плеч, объемные аппликации на топах в виде кроваво-красных маков. От коллекции бренда невозможно оторвать взгляд, хоть каждый образ и спорит с новыми законами бодипозитива. Обязательно стоит отметить одну из самых интересных деталей – яркие перчатки из кожи. Даже если вы наденете строгий серый костюм, алые или пронзительно-синие всполохи на запястьях сразу добавят образу остроты. Обратите внимание, друзья, на новую фишку сезона
нам предлагают заправить небольшой клатч за пояс брюк, как это однажды сделала Палома Пикассо. Модный дом всегда славился идеальными черными образами. Сегодня дизайнер разбавил палитру оранжевым, красным, фиолетовым и синим. Есть в коллекции и не характерные для ваккарелло принты, почти аляповатые пестрые цветочные узоры. Интересно, надолго ли такое многоцветие задержится в Сен-Лоран? Что ж, Франция всегда умела удивлять. И ради знакомства с чувственной, и я бы даже сказала фееричной красотой, с интересными, заманчивыми, смелыми и яркими образами вполне стоило организовать масштабное шоу, где поначалу ловишь взглядом весь силуэт, а потом хочется неспешно, никуда не торопясь, внимательно рассмотреть каждую деталь. Я уверена, коллекция весна-лето 2022 оставит свой заметный след в истории моды. Но это только мое мнение, а ваши, друзья, я надеюсь, мы узнаем из комментариев. Всем моим зрителям хочу сказать большое спасибо за поддержку канала, за теплый лайк и подписку. Приятного просмотра, хорошего дня, больше ярких, добрых эмоций и только светлого, солнечного настроения.